Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиола. Если что, у нас сегодня время экспериментов. Хочу попробовать поиграть на элементалистах плюс на богах. Как раз здесь есть Зевс, как раз здесь есть Дух и Лем. Это, в принципе, неплохо. Как раз, на самом деле, есть даже 3 мага, и может получится. Я бы собрал еще 9 магов плюс фулбоги. Может будет интересно, может быть нет, непонятно пока. Поэтому я сейчас посмотрю, как бы все идти. Тиника я уже закупил. Блин, ну Марси со старта пришла на самом-то деле. Хотелось бы ее взять. Но и, честно, не знаю. Блин, ну Марси реально пришла. Да, я возьму Марси. Может быть, у меня получится играть не через Лустрик со старта, а через что-то другое. Есть духовный талисман, но, блин, его придется взять. Почему придется, сейчас объясню. Этот духовный талисман не нужен ни в коем случае скипать от слова совсем. Вот вообще ни разу. Вот вообще ни разу. Потому что кое-кто может перестроиться в духов, и вы потом будете сидеть с открытой челюстью и смотреть и думать: боже, что я натворил. Как-то так. Это первый момент. Второй момент. Я бы хотел попробовать забузить панду, но не знаю, получится или нет. Обузить я ее буду с помощью... Вот, короче, придет панда. Буду бузить ее с помощью волшебников. Хочу выставить Эмбера. Ну, короче, есть несколько интересных моментов, которых я хочу осуществить, но не факт, что у меня это получится. Ну, как бы, в принципе, как и всегда. Так, мана плюс... О, вот это возьму. Вот это хорошая тема. На самом деле, Тиника собирать, я думаю, это такое, знаете, 50 на 50, потому что, когда ты играешь через Тиника, он может иногда такую нездоровую тему сделать. Он может вот в это время перекинуть кого-то. И все. И суши весла. И что делать? А ничего не делать. Потому что ничего не получится. Это как бы один такой момент. Опа. Сюда. Поставим пандочку. Пока покупаю немножко так. Но на самом деле мне эти ребята не нужны. Я уже определился, в принципе, сборкой, что я хочу. И от этого буду уже отталкиваться. Но, в принципе, оно пока что мне не мешает. И можно, в принципе, поиграть. Так. Ну, посмотрим. Но на самом деле хотелось бы богов плюс элементалистов сыграть. Вот боги, элементалисты, как раз здесь есть дух, с кого я буду с руки бить. У меня будет морф, который будет кататься, и при том, что ребята будут защищаться от магического урона, а там будет чистый урон из-за того, что когда собираешь 6 элементалистов, там чистый урон. То есть окаменение, потом через 2 тычки, ну если вы нанесли 2 тычки, то оно сбрасывается, это окаменение, и наносит 30% максимального здоровья. Если же оно просто развеялось в течение 2 секунд, то, соответственно, тоже 30% чистого урона нанесется. На бумаге это все, конечно, прикольно, все интересно, как раз против текущей меты это было бы неплохо. Но скажу сразу, вот на своем опыте чисто, ну, может и я не прав для кого-то, может реально это тема элементалисты, но, кстати, походу будет абуз панды. Потому что пришел морф. Точнее, панда пришла. Я возьму уровень для того, чтобы пока что поиграть так, а потом ее реально, скорее всего, придется заобузить. Но пока не точно. Возможно, мне получится сыграть на убийцах, панда в тройку. Но тоже, мне пока не пришли волшебники, поэтому нет смысла как бы загадывать наперед, что я сейчас буду играть, на чем играть и как я буду играть, потому что мне нужны волшебники. Без волшебников я ничего сделать не смогу. Мне нужно ее забузить в троечку, сделать 9 единиц. Вон чуваку СФ уже в двойку пришел. Сделать 9 единиц убийц. И все. А это нелегко. Еще и раунд проиграл. На самом деле лучше, наверное, в монетки выйти. Все-таки идти через элементалистов. Ну, кстати, да, они идут как раз. Вот даже эти пришли. Шаманы. Может, шаманов еще поставлю сверху. Почему нет? Шаманы на самом деле неплохие были бы. Причем такие шаманы дорогие пришли. Обычно не приходят так дорого шаманы. Минус в том, что против меня играет вот, ну, довольно-таки серьезный чел через СФ, а через это. Ну... Короче, пока я не знаю. Если честно, пока не знаю. Если придут волшебники, то можно было... Может... Ладно, к черту шаманов. Да, они пришли со старта, я мог бы сыграть через шаманов, но я все-таки хочу боги плюс элементалисты сыграть. Все. Как бы цель поставлена, просто хочу, вот знаете, вот хочу. Еще я бы хотел просто забузить эту панду, но скорее всего у меня не получится.
Уже 7-й раунд, у меня нет ни одного волшебника, хотя сейчас может прийти раунд, и у меня придут все волшебники. Кунг-фу панда пришла. Но на самом деле кунг-фу панда, ну зачем она мне? Но сейчас я ее поставлю чисто из-за того, что у меня есть синергия кунг-фу. Не было бы синергии кунг-фу, я бы ее не ставил. А так есть синергия кунг-фу, и поэтому можно ее поставить. А Элема плюс... Не, ну это хрень. Я только что подумал о том, что можно было бы элементалиста выставить, потом убить, сверху докинуть. На самом деле интересная тема поиграть через этого Эмбера и через синергию Кира. Это было бы очень сильно, но... Такое, если честно. Вот именно такое. Ну, короче. Играем, смотрим пока что. Но на самом деле мне хотелось бы реально боги элементалиста. Это что-то новенькое, это что-то свеженькое, я бы сказал. Поэтому... Хотелось бы именно так собирать. Дум в лицо прилетел этому. Ладно, играем через элементалиста. Все. Решено. Элема. Элемы плюс боги. И ничего другого. Ну, маги еще могут быть. Пока вот панды я оставляю, в принципе, они неплохие будут. Даже если со старта мне сейчас придут волшебники, я бы, наверное, поставил все-таки волшебников чисто из-за того, чтобы сделать себе синергию кунг-фу полную. Потому что синергия кунг-фу полная, она со старта все-таки намного имбаланснее, чем любая какая другая сборка. Поэтому сейчас будем смотреть. Забузить я уже не могу, потому что у меня нет волшебников. Ну и в принципе, да. Хотя, на самом деле, знаете, можно было бы эту панду забузить. Кстати, заметьте, у этой панды нет имени. Просто безымянная панда. Это баг, я о нем сообщал, если что, в техподдержку, поэтому они должны его исправить в скором времени. Это первый момент. Второй момент. На самом деле, эту панду можно было бы забузить в тройку и сыграть через элементалистов богов. И она просто была бы как маг. Просто магический урон, и все. Я сейчас приколюсь, если вот это вот Виверна заберет мне всех. Потому что урон у нее-то в двоечку нормально. Там у чувака, ну реально хороший винстрик. Вау. Это круто, конечно, пришло. Это круто, но мне бесполезно, если честно. 30 монет уже хорошо. Мне нужно как можно быстрее выходить в уровень. Это первый момент. Второй момент. Мне нужно как можно быстрее не просто в уровень выйти. Мне нужно найти элементалистов. Элементалистов пятерок. В принципе, элементалисты они не такие уж и плохие, но на самом деле в текущем мете, как по мне, 25% шанс это же самое, что играть против эльфов. Да, ты получишь как бы урон чистый. Ну и, кстати, да, то, что между КД нет никакого, это тоже как бы хороший момент. И законтрить это никак нельзя, потому что сквозь БКБ работает. Не работает против гритеров, от слова совсем. Зато работает против других. Ну и тоже, сейчас, короче, посмотрим. Получится ли сделать такую эффективную сборку или нет. Как по мне, я думаю, что мне не получится сделать. Вообще не получится. Так, бог пришел, второй бог пришел. Это покупаем уже. Оно понадобится. Что у нас тут? Рефрешер. Кстати, рефрешер мне понадобится в этой сборке по-любому. По-любому понадобится. Но я закину сейчас в эту панду, потому что эта панда намного эффективнее. 15% маны я хочу скипнуть. Я хочу найти колечко. Вот, либо такую вещь. Вот мана плюс 40 тоже хорошо. Я просто буду играть сначала через морфа. У него минимальная будет КД. У него будет 500 урона. Довольно хорошая область. Плюс он выйдет кучу способностей противника. Когда начинает вот так вот летать. Поэтому плюсов явно много. Жалко, и гиды нету никакой. Но тут чувак на SF просто огромный. Звери здесь будут, я вижу. Скорее всего, здесь будут демоны. Ну, ведьмаки. Хотя, на самом деле, знаете, мне бы хотелось попробовать один раз затестировать. Это собрать фулл демонов. Так как боги позволяют сейчас играть через демонов. Фулл демонов, керри SF. Ну, как по мне, это будет хрень какая-то, но... Почему нет? Чисто попробовать можно. Может быть, как-то без записи попробую, чисто для себя. Убедиться в том, что это хрень. И больше так не экспериментировать. Блин, жалко, проиграл раунд. Ну, хотя бы немного по лицу получу. Минус 3. Минус 3 это добротненько. Это хорошо. Яичко. И штормпанда. Нужна ли мне эта панда? В двойку.
На самом деле она не нужна мне в двойку. Если объективно судить, в двойку она мне не нужна. Поэтому я ее продам. Лучше выйду побыстрее в инкам. У меня уже как бы все хорошо. Фу-фу-фу. Боги потихоньку собираются, элементалисты потихоньку собираются. Непонятно, что тут будет. Ну, пока просто не видно. Тут есть алхимик. Конечно, непонятно пока, что там он соберет, но мне очень интересно, что у него там будет за сборка. Какая же это все-таки имбалансная панда, боже ты мой. Если ее просто собирать, она будет просто разносить лицо. Максимально сильно, максимально эффективно. Сейчас, кстати, я мог бы... Или не мог? А, не могу. Я подумал на мгновение, что я могу 4 элементалиста собрать. Но нет. Но нет. Яйцо я буду оставлять. Я, скорее всего, оставлю на этого светлого духа. На самом деле, реально его можно закерить будет. Играть не через магический урон, а просто... А, понятно, здесь звери будут. Короче, несколько зверей в катке будут. Возможно, шаманы будут. Ведьмаки, скорее всего. И воины. Вот такие 3 сборки, которые я вижу сейчас. Никто на кунг-фу не играет. Хотя, на самом деле, чувак может еще на кунг-фу перестроиться, если ему придет пандочка. Поэтому... Посмотрим. Возможно, мне реально надо будет что-то с этим делать. Как же вовремя дум по лицу прилетел ей. Не, ну все-таки играть через кунг-фу со старта, я считаю, вот, если кому надоело сильный метод, то все-таки лучше стоит играть через кунг-фу со старта, так как очень много экономит хп, прям такую тонну хп экономит, я бы сказал. У меня уже 2 Гранд-Геральда. О, так, кстати, подожди. Все, я сейчас себе винстрик сделаю небольшой. Ну как винстрик? Отчасти винстрик. Отчасти это будет винстрик, потому что я фулл кунг-фу выставил, а с фулл кунг-фу намного легче играть. Я сейчас просто буду некоторых шотать там и так далее, но я же говорю, это я выставляю чисто для старта. Потому что если я буду играть, наверное, на чистых элементалистах, если их не будет 4, то, скорее всего, я очень быстренько откисну. Поэтому приходится делать, ну, такую какую-то сборку. Я, на самом деле, кому я вру? На кунг-фу просто приятно играть, да? Вот просто, ну, очень приятно играть на кунг-фу. Все рвет. Абсолютно все рвет. Самая дисбалансная сборка, которая только может существовать. Были бы у меня еще острые наручи, то там забейте просто. Вот. Несколько плюх от кунг-фу и ваншот. Так. Гримтач мне не нужен. В моей сборке гримтач мне не нужен, поэтому будет так. Элемов уже выставил. Мне нужен 8 уровень. На 8 уровне я, наверное, все-таки немного паролю, чтобы выставить себе посильнее сборку. Вот. Пока такое решение. А там сейчас посмотрим, как оно будет. Так, теперь надо расстановку сделать сейчас немножко другую. Чтобы мобы прыгнули мне сюда за спину. Надо вот как-то так расставляться. Когда так расставитесь, то вам мобы прыгнут сюда за спину. Вот смотрите. Если, конечно, у вас блинка никакого нет, то будет именно вот так. О, кстати, Рубик стырил скиллы гиды. Мощно. Всегда бы так. А то обычно какую-то хрень тырит и все. Мне еще очень важно смотреть, кто что собирает, по той лишь причине, что, во-первых, если тут соберутся жрецы, у меня есть как бы медальон. Хорошо, но он один. Марси. Не хочу. Ну вот не надо Марси. Хотя в двойку, если придет, это хороший просто буст со старта. Вот это вот уже замешательство. Вот это вот уже замешательство называется. Так, магический деф. Рейндж-тычка. Я, наверное, рейндж-тычку возьму, потому что я же хочу через Марфа в будущем играть. Марси. Ладно, я запланировал уже играть по-другому. Значит, играем по-другому. Мне нужен 8. Вот очень сильно нужен 8. Тут боги непонятно что. Тут нежить, скорее всего, соберется. Либо же, не знаю. Но то, что против меня зверь играть будет, это мне не лучше. Хотя, на самом деле, кунг-фу нормально так зверей напрягают. Вот просто посмотрите. У меня фигуры в единицу, но тем не менее, как они напрягают вот народ. Вот просто насколько же сильно. Их надо нерфить. Их срочно нужно нерфить, срочно переделывать, но...
Я так понимаю, это будет еще не скоро. Я не знаю, сколько надо жало подправить на то, чтобы эту синергию просто переделали. Кстати, если выставлю. Я выйду немножко из инкама все-таки. Я хочу поставить себе full синергию сейчас. Ну как full? 4 элементалиста хочу поставить. И духи. Так, ну нежить на самом деле для меня это уже проблема, потому что он сейчас мне 50% хп срежет, так как, ну, у фигуры первого уровня как бы 50% хп срезать это очень много. До 300 хп, да, меня могут разорвать там просто с одного прокаста. У меня есть проблема. У меня огромные проблемы. Так, ну этот почти вылетел, окей, это хорошо. Не приходит, конечно, то, что я хочу, вот, ну вот реально не приходит. Нету жреца, нету ничего такого. Да, проблема, короче, у меня. Может, кстати, персик... Не, ну персик я лучше оставлю у кунфу. Кунфу будет намного эффективнее. Кстати, ребят, кто не знает, у нас есть телеграм-канал. Ссылка на него будет закреплена в комментариях. Там у нас есть общий чат комьюнити, где мы все общаемся, переписываемся, делимся эмоциями, сборками и тому подобное. Это первый момент. Второе, в телеграме там новости по поводу игры, патчи, обновления, может какие-то там еще информационные будут моменты в плане того, что, допустим, я там с техподдержкой часто общаюсь, часто закидываю какие-то ошибки. То есть, ну, то, что они, допустим, там накосячили. И я часто им об этом пишу, и если оно что-то чинит, я об этом сообщаю. Это первый момент. Точнее, второй уже момент. Третий момент. У нас есть места в шахматный клуб. Кто желает, тоже будет айдишник закреплен в комментариях. А также, ребят, огромное спасибо всем, кто ставит свои лайки и подписывается на канал. Потому что осталось совершенно немножко. 1000 человек. Ой, 1000. 100 человек для того, чтобы достичь 1000 подписчиков. Поэтому, ребят, не поленитесь, подпишитесь. Так. Мне пока на самом-то деле... Ну, все плохо. Мне как бы элементалисты шли, но походу до определенного момента, и все. Может разора через яйцо апнуть. Так, фулл боги через это, ну то окей. Тут шаманы плюс кунг-фу. Ну, такое, конечно. Шаманы кунг-фу это серьезно, конечно. Кстати, один момент я упустил, интересно. Когда ты играешь на элементалистов, а против тебя играет шаман, на него синергия элементалистов будет работать или не будет? Вот этот момент мне очень интересен. Я думаю, что будет работать все-таки. По крайней мере, я надеюсь на это, что она будет работать. Так, ой, яй-яй-яй-яй. Сделал не то, что надо. Боже мой, какой дурак. Так, я выставил сейчас себе синергию элементалистов. На самом деле у меня четверки лема просто нет, он даже не хочет приходить. И уже богов поставил. У меня уже фуловые боги, элементалисты. В принципе, сейчас я должен кататься по карте просто как невменяемый. Хотя, ну, на самом деле, как-то очень мало катается он. Я думал, будет больше. Кстати, отдать надо. Маннергена на самом деле очень мало. Кстати, колечко упало, тоже неплохо. Что мы видим? Зверей, 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 шаманов. Я думаю, сейчас многие такие думают, боже, как он продал. Каким образом он взял и продал? Опять такое. Каким образом он взял и продал сейчас кунг-фу панду? Зачем? Для чего? Мог бы винстрик иметь такой классный. Ты. Так, подожди. Скип. Ну вот сейчас посмотрим, как она будет летать. Угу. Класс. Класс. Летает обалденно, кстати. Ну, заметили? Прям полет обеспечен хороший. Скорее всего, в next катку. У меня 54 здоровья уже. Как-то так себе выглядит это все. Марс бесполезный, конечно. Так, морфа я апаю.
Помним, что он мой мейн керри будет. Ну, это, конечно, такое себе было только что. Я рассчитывал немножко на другое. Так, 11 брони. Но на самом деле... А, ну пусть будет он. В него я как-то поболее верю. Знаете, в чем минус элементалистов? В том, что для того, чтобы на них играть, тебе нужно полные элементалисты выставить. Полных. Ну, вот, чувак даже... Без полных элементалистов это очень слабая сборка, во-первых. Во-вторых, ее почти, ну, нереально собрать. Вот, допустим, если тут целых 2 фигуры, которые стоят по 5 монет. Шанс выпадения ее 1%. Ну, как бы и думайте сами, как говорится. Мне еще на самом деле такая... Не очень все пришло. Магов выставить сейчас не могу. На самом деле мне надо уровень взять. Короче, зверь ведьмака я ну, никак сейчас не задефал. Слишком сильный чувак. Я сделаю как-то так, кстати, даже. Как-то так. Надо, наверное, немножко поменять даже. У меня мана просто не очень плохо регенерирует. Не знаю, может какой-то ЦМ-кой это будет эффективно, но все равно слабо. Ну просто посмотрите, звери просто разрывают. 2 топа пришло, конечно. Один с фулл зверями, один не с фулл зверями. Но все равно. Насколько это сильно было с их стороны. Какая-то нездоровая эта тема. Я думаю, Морф в тройку ничего не сделает. Да, там, конечно, 500 магического урона, но все же, мне кажется, ничего он не сделает. Ну вот, 4 лема, 4 бога как-то так себе смотрится. Честно. Есть намного более эффективные сборки, как по мне. Намного. Вот просто Разор даже кастануть не может. Там, конечно, провидец его поднимает, но все же. Какая-то, ну это, ну очень слабая. Мне пока очень не нравится. Не, может я выставлю себе 6 элементаристов, что-то поменяется, но мне кажется, ничего не поменяется, все так же самое и останется. Как выносили, так и будут выносить. Мне просто еще сейчас надо... Я, наверное, все-таки 9 возьму, выйдя немножко из инкама. Может, у меня получится найти одного элементалиста. Хотя, на самом деле, знаете, когда оно очень надо, оно не придет. Я более чем уверен. Это закон подлости. Так всегда. Ну, не знаю, окаменение очень редко срабатывает. 25% это как-то, по мне, мало. Надо больше сделать, что ли. Может быть, маги бы, элементалисты было бы нормально еще. Но, как по мне, и это было бы очень... Сейчас пока магов так выставлю. Там плюс мана плюс 50 есть. Безоруж. А безоруж я хочу взять на самом-то деле. Вот. Мана пусть тебе будет. Безоруж. Надо паролить. Зевс, отлично. Хотя... Это Марса поставлю. Ну вот у меня сейчас в тройку Морф. Шесть магов мог выставить, кстати. Это же то, что Зевс есть. Ну. Это, если что, это чувак в самом-самом-самом низу.
У него просто панда, который летает и выносит. Чувак в самом-самом низу. Но еще самое жесткое то, что мне реально не приходит дух пятерка. Ну, чего я ожидал? Чтобы дух пятерка пришел? Серьезно? Какой-то я слишком наивный, честное слово. 3% шанс, забудьте. Не придет в жизни. Мне даже на самом деле свапать нечего. Мне все нужны шмотки тут. Ну, сейчас посмотрим, придет кто-то посильнее, и меня все, меня развалят. Сейчас вот звери кунг-фу, вот. 20 винстрик у чувака. Понимаю. На меня без руш. Не понял. А, это не топчик. Дух пятерка не придет в жизни, я понял. Какой это бред. Какой же это бред. Но безруш мне нужен. По-любому нужен. Башер, алое сердце. Алое сердце как бы нужно, потому что у меня есть танк. Но тоже. Башер нужен. Ладно. МКБ. Пойдет. МКБ на самом деле неплохое, потому что если 3 зверя, один кунг-фу, один друид. У меня есть впечатление, что меня сейчас разорвут лицо. Ну что есть? Ну, мне кажется, разорвут. Я не знаю, каким образом я этого сина выношу. Не знаю, надо уровень пробовать брать. Тройку как бы собрал тиника, но толку от этой тройки. Не знаю, я поставлю сейчас каким-то образом так немножко. Тут в собаку вообще чувак превращается. Поэтому сюда его кину. Провидцу закину, чтобы у провидца было как можно быстрее мана регенилась. Потому что когда провидец будет регениться, плюсов у меня будет побольше. Кстати, чувак Ведьмаков разобрал, и это мне огромный плюс. И я не знаю, каким образом я это вообще тащу. Я удивлюсь сейчас, если я топчику сбину... А, ему сбили уже винстрик. Спасибо. Я ему сбил винстрик каким образом? У него идеальная сборка. У него фулл кунг-фу, он сейчас энергию Киры себе найдет и все. У меня же такой сборки нету. Я мог бы себе 6 магов выставить, но мне просто денег не хватит на 6 магов. Ну и дух мне просто не придет. 3% шанс всем приходит МК. В двойку придет МК, в тройку, Свены всякие приходят. Тут чувак вообще через фулл Свен играет, ну... Какой-то бред. У меня не магический билд, если что. И, скорее всего, они из-за этого это видели. Я не знаю, каким образом я сейчас, ну, хоть как-то тащил. Сейчас вот не сработает вот это вот окаменение, и все. Покеда. На самом деле, вот этот дух так руинит. Он очень... Ну, он руинит не меня, он, если что, противнику руинит. Он обезоруженный кидает, просто вечный. Да ты прикалываешься, серьезно? Понятно, я духа не найду. Можно забыть. Есть сфера, есть... Наверное, бездорож тебе. И на самом деле я, наверное, возьму сферу обновления, чем цепочку. Хотя цепочка, я их на месте застану. Давай цепочку возьму. Некоторые моменты, но я бы скипнул реально. Они не нужны. Но мана, допустим, плюс 40 нужна. Минус сопротивления в радиусе тоже пойдет.
Взял цепочку, ну, потому что сфера мне особо не нужна. Да, она, конечно, хороша бы была бы, наверное, в провидце какого-то. Но мне кажется, это все не то. Так, мне мана плюс 40 нужна. Отлично. Давай в провидце я закину, я в него как-то поболее верю в провидцу. Ну вот и все, как бы закончили. Расчет окончен. Флоу как-то... Каким-то образом Флоу живет. Точнее, ну, сейчас он выиграл, это понятно, но у меня не фуловая синергия. Но она не будет уже фуловой. Да, забейте. Я в жизни не найду синергию. Закон подлости. Найти синергию в жизни нереально. У него еще, кстати, броня экзорцизма, которая скидывает, если что, окаменение элементаристов. Ну, честно, у меня такое себе. Может, не знаю, надо расстановку сейчас попробовать поменять. У него еще фуловая кунг-фу, в чем минус огромный для меня. Но сейчас как бы каменение хорошо сработало против него. Но у него бессмертие есть, тоже не стоит забывать. Ну вот как бы да. Бессмертие в лейте просто нереально тачит. Но на самом деле мне просто не хватает полной синергии духов. Ну его просто не существует, этого духа. Делай, что хочешь. Кстати, расстановку надо поменять немножко. Это бред полный. Ну вот серьезно, это бред. У него в тройку сейчас ЛД уже. А что мне делать? Непонятно. Короче, какой-то бред. Реальный бред. Просто спасибо за то, что мне пришли 2 пятерки, но те, которые мне особо не нужны. Мне нужен дух пятерка этот. И сейчас просто вот пару разов и все. Ну чему морских выставил? Прикольно. Что это за линию напускает? Это ж не обезоруж. Почему он обезоруж теперь не пускает? Я сейчас что-то не понимаю немного. Ну вот, все. Сейчас дух на последний момент. Ну да. Конечно. Конечно. Все. Поиграли, хватит. Нереально обидно, если честно, типа, за такую хрень. Полный бред. Бредовия просто не скажешь. Короче, на ну, мое заключение, играть на духах, элементаристах, богах, это прикольно. Но не пришла пятерка, забейте, ваша синергия неполноценная, как в принципе все остальное будет. Короче, я очень сильно негодую, меня прям, ну, телипает это. Да, я на 9 уровне рубил, но извините меня, на 8 уровне чуваки находят себе МК в двойку. Я нашел как бы двух персонажей, которые, ну, мне... Ну, Зевс, ладно, он мне нужен. Провидец, окей. Но все остальное, зачем? Может быть, реально мне стоило в 10 выйти, я бы туда сделал себе 6 магов, но мне просто МК не было. Плюс он еще и морских выставился. Короче, катка получилась более-менее интересной. Я, в принципе, посмотрел, что я хотел. Было интересно.
Но сразу скажу, элементалист это почти нереальная синергия по той лишь причине, что нужно вам купить одну либо две пятерки элементалистов. То есть, если вы сильно неудачный, как, допустим, вот сейчас у меня было в этой катке, элементалиста вы не купите. Никогда. Ни за что. Спасибо. Рандом не влияет на эту игру, только влияет скилл. Как-то так. Ну и сборка интересна, поэтому рекомендую попробовать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мой канал. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.